Не выживать, а жить и развиваться. Об этом многое могут рассказать компании, которые работают в сфере деревообработки. В том году индекс производства в этой сфере вырос. Времена, когда за границу отправляли кругляк, а в ответ получали мебель, можно вспоминать как страшный сон. Итак, как же развиваются компании, мы сейчас и расскажем. Далее первая история. Мировые рекорды производительности. Мировые. Вот такие есть у пензенской компании, которая выпускает мебель. Представляете, на этом станке удалось сделать больше деталей, чем заявлено в технической документации. Как же это удалось? И в целом, что и где улучшает интерьер с помощью продукции из пензы, мы сейчас и расскажем. Владимир в 1992 году начинал с производства мягкой мебели. Правда, работал не на себя, но... Я ушел, сам арендовал помещение и начал производить корпусную мебель. Это гораздо проще, легче, это рентабельнее и быстрее, эффективнее. И вот день сегодняшний. Где-то 1,5 миллиарда в месяц объема, оборот. И до 50 фур в день отгружаем. Производим. Среди клиентов, а не по всей России, крупные торговые сети. Мы очень динамично развиваемся с ними, но динамичнее всех мы сейчас продаем сами через маркетплейсы. И динамичнее всех, по мебели, на единицу. У нас маленькое количество ассортимент, небольшой это ассортимент изделий, но продажи самые лучшие, самые высокие. Откуда же такой рост? Оказывается, недружественные санкции помогли. Зарубежные конкуренты убежали, за ними поставщики оборудования. Что ж, вместо итальянских теперь китайские станки. Конечно, это кота в мешке. Я приобретал первую линию в России. Мы приобрели. И эта линия дешевле итальянской в 3 раза. Производительность такая же. Качество за 5 лет она ни разу еще не ломалась, эта линия, не вставала. С немецкими такая же история. То, что немцы ушли с нашего рынка, они выстрелили себе в ногу. И сейчас китайское оборудование только одни плюсы. Российские компании, к сожалению, равных по производительности станков не делают. Пока не делают. Но мебельщики могут и поделиться опытом. Ведь они не только ставят рекорды, но еще и подсказывают производителю, где можно улучшить. К слову о специалистах. У нас из сотрудников потенциальных кандидатов очередь стоит. Во-первых, у нас самая высокая заработная плата по рынку. Минимум на 10% выше. Дальше, те условия, которые мы создаем для сотрудников. У нас медкомиссия принудительная. Что еще касается социальных программ, активно помогают нашим бойцам на СВО. Это и квадрокоптеры, и квадроциклы, и пламя-гасители. Уже 5 автомобилей отправили. Не говоря уже о шинах для КАМАЗов, строительные материалы и так далее. То есть все, чтобы им там было комфортно и чтобы, самое главное, они остались живы. В общем, компания собирается продолжать в том же духе, раз мебельное дело развивается. Уже строят роботизированный склад на 56 тысяч квадратов. Дальше рядом 18 гектар. Дальше на развязке, где М5, это правительство мне дает 42 гектара. Кстати, губернатор нам рассказал, что подобный энтузиазм в плане развития сейчас у многих компаний. Что касается санкций, они, наверное, нам только помогли и только подстегнули нашу экономическую активность. И я хочу сказать, что за 1,5-2 года работы у нас бизнес очень хорошо сумел перенастроить все логистические цепочки. И сейчас, я думаю, что, конечно, отчасти, может быть, они как-то и создают неудобства, но это неудобство не является фатальным. Оно только, наверное, еще больше подстегивает к развитию, к поиску новых подходов к производству, к импортозамещению. Мы по целым, наверное, где-то по 26-30 номенклатурам произвели
большое импортозамещение здесь по нашему производству. Компании не только замещают импортное, они создают новый российский продукт, который еще и на экспорт идет. История с деревообработкой не исключение. Фабрика, хотя и потеряла евроклиентов, поставляет в СНГ и готова мебелировать новые рынки. Здесь может пригодиться помощь от Российского экспортного центра, у которого богатый арсенал мер поддержки. И то, что нам, я считаю, как самое главное удалось сделать, мы действительно вместе с правительством создали экосистему, клиентоцентричную экосистему совокупности и инструментов поддержки, и институтов поддержки, потому что на самом деле Российский экспортный центр – это группа из 4 организаций. Мы выступаем единым, одним окном, но на самом деле у нас 2 организации внутри нас финансовые, это XR и Росэксимбанк, которые предоставляют специализированные финансовые инструменты. У нас школа экспорта и непосредственно Российский экспортный центр предоставляют различные нефинансовые, маркетинговые услуги по обучению, по поиску партнеров. Далее как раз история из Архангельска о компании, которая внедряет цифру в деревообработку и уже не раз становилась экспортером года. У нас есть готовые IT-решения для всех участков лесопильного производства, начиная от приемки и сортировки бревен, заканчивая выпуском готовой продукции, пакетов с сухими пиломатериалами. Лесопильный завод. Нужно переработать сотни тонн древесины. Представляете, если контролировать качество бревен вручную? Глаза сломаешь. Будет много уставших людей и очень много плохого качества. А потому необходимо зрение электронное, сканеры, чем компания из Архангельска и занимается. Наша система управления и программное обеспечение установлены и работают на большинстве средних и крупных предприятий ЛПК России и за рубежом. Партнерами нашей компании являются крупнейшие лесопромышленные холдинги и группы. Сканеры бывают разные. Попроще смотрят в одной плоскости. Посложнее определяют качество древесины, составляя трехмерную модель. И, по словам производителей, превосходят зарубежные аналоги. Косвенно это подтверждает то, что компания несколько лет подряд становится экспортером года. Здесь перспективные рынки дружественные. В частности, товарооборот с Китаем уверенно растет. И большую роль играет продукция с высокой добавленной стоимостью, например, IT-системы для деревообработки. Электронная коммерция, как канал поступления этой продукции до конечного потребителя, является суперэффективным инструментом. И мы стали реализовывать это, во-первых, через помощь в размещении продукции на международных электронных торговых площадках. Но второй, гораздо оказался более эффективный инструмент. Мы сами, как Российский экспортный центр, открываем электронные магазины, электронные торговые площадки, электронные полки, аккаунты на крупнейших зарубежных международных торговых площадках. У нас уже открыто 44 таких национальных магазина, сделано в России. И, конечно, прежде всего помогает предприятиям осваивать новую продукцию уверенный рост спроса на внутреннем рынке. Архангельский ЦБК наращивает выпуск картона и товарной целлюлозы. И помощник в этом российское оборудование, причем многое от местных же производителей. Оно во время модернизации заменяет импортное. Например, в реконструкцию производства картона уже вложили 19 миллиардов рублей. В улучшение транспортной инфраструктуры – 3,5. В строительство первого в Арктике центра лесной селекции и семеноводства – более миллиарда. Иными словами, все это позволяет обеспечить себя сырьем, больше производить и поставлять не только по всей стране, но и за рубеж – в Китай, даже в Африку и Южную Америку. Что важно?
На самом деле из поддержки самое важное сегодня – это снизить расходы на транспортное плечо. Это в первую очередь касается всей экономики экспортных поставок, ну, что называется, сюда на запад от Урала. Потому что для них сегодня логистика становится очень дорогой, и, соответственно, себестоимость продукции сильно возрастает. Это делает ее неконкурентоспособным, и поэтому сейчас в рамках нового национального проекта «Международная кооперация и экспорт» принято решение о том, что это должно поддерживаться в виде транспортных и экспортных субсидий. Есть целую линейку поддержки, предлагает Российский экспортный центр. Мы много с ними работаем. Я возглавляю комиссию Госсовета по международной кооперации и экспорту по решению президента. И, возвращаясь к внутреннему рынку, спрос растет, а потому нужно и больше своей продукции деревообработки. Хватает не всего. Вот пример из Нижегородской области. Это оборудование старательно выдает тысячи километров обоев ежегодно. Нижегородское предприятие обеспечивает красотой не только российские стены, но, например, азиатские и ближневосточные. Как здесь все устроено, мы сейчас и покажем. Перед фабрикой стояла задача наладить производство в России флизелиновых обоев. В мире декора они считаются премиальными. Вот премиальные, это что значит? Это качество, да? То есть это вот чем они отличаются от других видов? Премиальный продукт имеет несколько слагаемых. Это, безусловно, качество, это сам материал, который мы делаем, это технология. Допустим, у нас обои ТВХ-фри. То есть они не содержат формальдегидов, винила и в ряде регионов спозиционированы как гипоаллергенные, в том числе для детей с поливалентной аллергией. К внешнему виду подходили с размахом. Дизайнеры нижегородских обоев есть даже в других странах. На это надо не только смотреть, но и трогать. Конечно, они все тактильные. То есть есть каталоги с очень мягким рельефом, софт-тач. Есть покрытие под козлиную кожу софьяновое. Есть вельвет, есть габардин. Вот видите, это аксамит. На постсоветском пространстве это единственная фабрика с такими технологиями, а потому основные конкуренты европейские. И в отличие от практически всех вообще фабрик, которые работают по аналогичным технологиям, для нас наличие заметного шва – это рекламационный случай. Обои, не уступающие, а превосходящие европейские аналоги, они получаются в 2-3 раза дешевле. Вот и идут поставки не только по всей России и в страны СНГ. В настоящий момент мы продолжаем поставлять обои и в Китай. Но вы будете удивлены, обои Ламина до сих пор поставляются и продаются в странах ЕС. Насколько современное оборудование здесь установлено? Перед вами вот сейчас, в настоящий момент, одна из самых совершенных обойных линий в мире по числу шаблонов, по цветовым возможностям. В модернизацию вложено более 100 миллионов рублей. Стали производить краски, лаки, грунтовки. Тоже поставляют на экспорт. И скоро для такой продукции откроют новый завод, в который инвестировали 1 миллиард рублей. И огромное спасибо, кстати, руководству области за поддержку в этом аспекте. И наши мощности по производству красок вырастут до 700, до 800 тонн в месяц. Что касается обоев, цель – перейти полностью на свое сырье. Полиэтилен состоит из целлюлозных волокон, которые получают из древесины. И он пока не российский. О чем мы говорим уже много лет, потому что одного производителя недостаточно для обойщиков. Я думаю, что, к моему мнению, присоединятся руководители всех обойных предприятий России. Почему? Потому что приходится импортировать полиэтилен высококачественный. Вот этого аспекта не хватает. А так, конечно, мы большинство сырьевых компонентов берем в России на данный момент. Но это не значит, что в стране не стараются сделать свой флизелин. Стараются. В частности, в Пензе. Важно добиться стабильного хорошего качества. Собственно, как и во всем, ведь многие компании стали выпускать новую продукцию, в том числе вместо импортной. Вызов. Пример того, что можно сделать из древесной муки, есть в Оренбурге.
Вот так выглядит сырье. Здесь 30% ПНД, полиэтилен низкого давления, 50% древесной муки и еще порядка 15 различных компонентов. Такой коктейль нужен для того, чтобы сделать полимерную доску. О, теплая еще. Как ее производят и где она применяется, сейчас и узнаете. Доска композит, то есть состоит из разных материалов. Если и было что-то импортное, мы нашли продукты-заменители, ну, в частности, на наших химических и нефтехимических предприятиях. Опять же, все это дело подбирали путем экспериментов, отбирали, отрабатывали. Гранулу, из которой экструдеры разогревают и старательно выдавливают полимерные доски, компания стала производить тоже сама. Ну вот сзади мы видим, да, такая полимерная доска идет, да. А сколько видов продукции всего у вас? Всего в ассортименте больше 250 видов. Стойко переносят жару и холод, не выгорают на солнце. Этим и хороша полимерная доска и другие, порой необычные строительные формы. Толстые балясины, тонкая балясина, столбы, ограждения 125-й, 100-й. К ним различного рода фурнитура идет. Это вот заглушки для доски и различного рода крышечки, юбочки и так далее. Покупатели оценили, и каждый год рынок такой продукции растет примерно на 30%. Если в первый год там выручка была там 5 миллионов, да, во второй 50, в третий 150, в четвертый 250. В прошлом году ближе к 400, в этом году ближе к 800 будет уже. 5000 тонн продукции в год. Производственных линий уже не одна, а 11. И покупали их с господдержкой. Фонд развития промышленности выдал льготный кредит на 50 миллионов рублей. А экспорт есть у вас? Экспорт у нас есть, значит, мы продаем в Казахстан. Сейчас ведем переговоры и с Узбекистаном, и с Азербайджаном, достаточно такие активные. А вот о поставках за рубеж расскажем еще дальше. История о том, как малый бизнес, понятное дело в сфере деревообработки, смог стать экспортером года. Архангельская продукция деревообработки может развивать сообразительность. Причем не только у российских ребят, но, например, из Южной Кореи, Китая и Саудовской Аравии. То есть получается, где русский север, а где Ближний Восток. Также удалось компании стать экспортером года. Мы сейчас и узнаем. Уже больше 5 лет наше предприятие существует. Все начиналось с достаточно простых вещей. Это с погремушек, с грызунков. Собственно, все начиналось даже больше для своих детей мы создавали, потому что у нас в то время с компаньоном родились дети, которым сейчас уже 6 лет. А разве можно и для своих детей, да и вообще для детей сделать плохо? Дерево не вызывает аллергии. Даже есть заключение, исследования, что волокна бука, они даже перевариваются в пищеводе у человека. Угу. Ну, есть игрушки из бука мы не будем, да, наверное? Будем да, мы с вами взрослые люди. Для взрослых тоже есть варианты. Много сувениров или вот, например, уникальные шахматы. Все вручную расписано, да? Да, это все мелкая такая работа. И вот, например, на такой комплект только лишь художник потратил 30 часов росписи. Помимо того, что еще были изготовлены деревянные заготовки, и сама по себе оснастка еще требовала дополнительной обработки. Коллективный труд дизайнеров, художников, мастеров по дереву за время работы компании сотворил уже более 200 моделей игрушек. А ведь всего 3 года назад продажи были скромными через соцсети. Сейчас миллионные обороты, и здесь пригодилась господдержка.
То есть помогли по сертификации, по оборудованию, да? То есть, получается... Да, мы получали средства, мы покупали станки, да, это были субсидии, в которых мы участвовали. Помимо того, что мы еще являемся социальным предприятием Архангельской области, там были определенные гранты, в которых мы тоже изъявили желание участвовать. И, собственно, я считаю, что вообще меры поддержки все работают. Достаточно только в этом разобраться. Игрушки пришлись по нраву не только российским детям. Через соцсети были поставки аж в 28 стран, от Бразилии до Австралии, но экспорт был хаотичным. Спрос диктовал того, что нужно обучиться, и нужно понимать, как это все упаковать и дальше как с этим работать. И вот 2 года назад я пошла тоже при поддержке Центра поддержки экспорта Архангельской области, участвовала в образовательной программе Московской школы управления Сколково «Экспортеры 2.0». Стали участвовать в бизнес-миссиях, выставках, которые организует Российский экспортный центр. Фестивали ярмарки «Сделано в России» за рубежом стали уже традиционными. Были на Ближнем Востоке, регулярно проходят в Китае. Например, сейчас будет в Пекине. В столицу Поднебесной отправятся более 40 компаний из 26 регионов России и покажут свыше 500 товаров. Одно дело разместить, другое дело сформировать такие мероприятия, через которые потребитель заметит эту продукцию. И мы очень активно работаем с блогерами. С 2020 года я лично участвую в различных стримах с китайскими блогерами и непосредственно сами блогеры и другие лидеры общественного мнения, которых мы называем Когда амбассадоры. за 3 минуты можно продать столько, сколько за год, да, люди? Абсолютно верно. Вы знаете, у нас были примеры, когда за 15 секунд у нас опустевал склад того, что мы хотели действительно в течение года продавать. Поэтому это очень эффективный способ продажи. То есть такие мероприятия – это и заключение контрактов, и, что важно, формирование необходимой инфраструктуры для дальнейших продаж. Уже открыто 44 магазина «Сделано в России». И в целом продвижение нашей продукции под этим национальным брендом – масштабная программа до 30 года, которая утверждена президентом страны. Положительные результаты поддержки очевидны. Экспортеров все больше среди крупного бизнеса и малого. Вот, в этом году мы уже участвовали в выставке «Сделано в России» при поддержке Российского экспортного центра в Абу-Даби. И, так скажем, похвастаюсь, мы в первый день выставки обошли всех пищевиков, заняли 2-е место по продажам наших игрушек. Вот, не смогли только ребята обойти, которые кинжалы продавали. Ну вы что-то извините. Вот, кстати, больше всего пользовалась популярностью. Да, удивительно, но самым популярным была лошадка с санями, с Дедом Морозом. А еще арабские покупатели прямо с руками отрывали домино, шахматы, развивающие игрушки. А в Южной Корее иной выбор. В Южной Корее символом материнства и детства является ежик. Вот, и они у нас там прямо много ежей покупали деревянных. Китай, например, он вообще на самом деле очень разнообразный Китай. Вот, например, они любят вот такой паровоз у нас брать. Прям много-много заказывают. А потом они берут много карманных игрушек. Вот так компания и стала экспортером года. Кстати, сейчас подводит итоги уже за 2025, и результаты мы узнаем на международном форуме «Сделано в России», который пройдет 21 октября в Москве. А в целом все это примеры той самой мягкой силы, когда за рубежом узнают больше о России и готовы выстраивать справедливые отношения. Вот такие истории, когда компании из мира получения всевозможных полезных продуктов из древесины, несмотря ни на какие санкции, уверенно стоят на ногах. Я сейчас самодостаточный, у нас большое количество денег, я могу приобрести все, что угодно. У меня рентабельность очень высокая, выше гораздо рентабельность, чем ставки. Планируете расширение? Обязательно. Создают рабочие места, наращивают объемы производства и выходят на новые рынки. Мы растем год от года. Более того, один из наших каталогов, это серия Ambient, идет на мировой рекорд по продаже обоев с одной коллекции. А какую-то цифру возможно озвучить для... 2,4 миллиона рулонов с одной коллекции. Так оно внесено в Книгу рекордов Гиннесса. И эффективно пользуются мерами поддержки. Покупка оборудования – дело дорогое, без поддержки фондов, да,
это сложно. Сейчас мы спокойно рассчитываемся, там процентная ставка, ну, копеечная на самом деле, да, то есть очень хорошая, очень льготная, 2% на самом деле. В настоящих реалиях это прям манна небесная. А результат такой. Продукция, которую раньше не производили. И с развитием компаний, которые, например, делают станки для обработки дерева, российского будет еще больше.